Глава 2371. Борьба с 5 великими существами стадии Вознесения. Брат Хан, учитывая, что ты намерен заступиться за эту женщину, похоже, битва неизбежна. Фея Хуаси, брат Тугоу, мы втроем возьмемся за товарища Дасиста Хана. Нет никакой необходимости побеждать его, просто держите его занятым, чтобы Цин Пин и Ван Ху могли захватить его спутника. Мы разделим ее сокровища поровну, а затем сделаем точную копию даосского искусства культивирования Тяньдина для каждого из нас, как ты думаешь? Спросил Ся Мин, повернувшись к фее Хуаси. Что? Мы втроем возьмем его с собой. Когда это безумный дьявол из секты Кровавой Кости стал таким трусливым? Фея Хуаси усмехнулась. Ты говоришь это только потому, что ничего не знаешь о Дасисте Хане. Позвольте мне сказать вам. Предложение Ся Мина было закончено голосовой передачей. Выражение лица феи Хуаси резко изменилось, когда она услышала, что он хотел сказать, и она бросила настороженный взгляд на Ханли, прежде чем кивнуть в ответ. «Хорошо, мой спутник Даа и я поможем вам занять его, но я бы посоветовал товарищу Досу Цинпину и товарищу Досу Ван Хуа не приходить никаким смешным идеям после того, как вы захватите эту женщину. В противном случае вам придется нести ответственность за последствия». Даос Цинпин пришел в восторг, услышав это, и поспешно ответил: «Будь уверена, фея Хуаси, мы определенно не сделаем такой глупости». Госпожа Ваньхуа тоже энергично кивала. Несмотря на то, что 5 великих существ в стадии Вознесения замышляли заговор против него прямо у него на глазах, слабая улыбка появилась на лице Ханли, когда он передал свой голос испуганной ледяной душе феи. В то же время он слегка пошевелил мизинцем за спиной, и в воздухе мелькнула практически невидимая золотая нить. Выражение лица феи ледяной души слегка изменилось, когда она услышала передачу голоса Ханли, и страх в ее глазах значительно уменьшился. «Вперед!» — закричал Ся Мин, когда вокруг него появилось массивное багровое облако, которое было вокруг Акра в области, после чего гигантская девятиглазая жаба появилась среди низкого рева. Как только появилась девятиглазая кровавая жаба, 9 демонических глаз на ее голове распахнулись, выпустив 9 алых столбов света, которые пронеслись прямо мимо Ханли к ледяной душе феи. Фея ледяная душа поспешно повернулась в сторону в встревоженной манере, прежде чем мгновенно телепортироваться на расстояние более 1000 футов. Именно в этот момент фея Хуаси взмахнула своими рукавами в воздухе, чтобы выпустить серию полупрозрачных колец размером с ладонь, которых было более 100. Эти кольца издали слабый жужжащий звук по ее приказу, прежде чем выстрелить в воздух, как проливной шторм, достигая Ханли в мгновение ока и обрушиваясь на него со всех сторон. В то же самое время патриарх Угоу открыл рот, чтобы выпустить вспышку золотого пламени, которая образовала море пламени, затопившее все его тело. Затем море пламени раздулось, превратившись в огненную волну высотой более 100 футов, и еще до того, как волна достигла Ханли, его охватило неописуемое обжигающее ощущение, как будто само пространство вокруг него воспламенилось. Как и ожидалось от 3 великих существ в стадии Вознесения, Ся Мин и его союзники развязывали чрезвычайно страшные атаки, и их совместная работа была безупречной. Им удалось с легкостью оттолкнуть ледяную душу феи от Ханли, но, как ни странно, Ханли не выказывал никакого намерения пойти и помочь ей. Вместо этого на его лице появилась слабая улыбка, когда он взмахнул рукой в воздухе, призывая 3 маленькие горы, каждая из которых была более 100 футов высотой. Трио гор вращалось на месте, превращаясь в чрезвычайно толстый световой барьер, и бесчисленные кольца ударялись о световой барьер с чередой глухих ударов, но барьер оставался совершенно неподвижным. Что же касается волны золотого пламени, то она лишь несколько раз заставила световой барьер слегка вспыхнуть, но также не смогла нанести никакого урона. Холодный взгляд мелькнул в глазах Ханли, и он внезапно издал низкий рев, превратившись в гигантскую золотую обезьяну, которая была более 1000 футов высотой среди вспышки золотого света. Затем он вытянул руки из светового барьера перед собой, а затем злобно замахнулся ими на фею Хуаси и патриарха Угоу. Раздался оглушительный грохот, когда 2 шара света, один лазурный, а другой черный, пронеслись по воздуху, прежде чем в мгновение ока достичь патриарха Угоу и феи Хуаси, а затем вернулись обратно в пару небольших гор. Еще до того, как горы поразили свои цели, 2 вспышки огромной силы пронеслись по воздуху, заставив пространство рядом с патриархом Угоу и феей Хуаси слегка задрожать. Выражение лица феи Хуаси слегка изменилось перед лицом такой страшной атаки, и она тут же отскочила назад, размахивая рукой в воздухе. Бесчисленные кольца мгновенно сошлись, образовав гигантское полупрозрачное кольцо диаметром около 300 футов по ее приказу, а затем спустились на приближающуюся гору, прежде чем быстро уменьшиться. Вспыхнула вспышка пронзительного света, и гора слегка дрогнула, прежде чем остановиться в воздухе. Тем временем патриарх Угоу сделал ручную печать, и море золотого пламени поблизости немедленно сошлось к центру, образовав золотого огненного гиганта высотой более 1000 футов, прежде чем бросить бесстрашный удар в приближающуюся гору. Раздался оглушительный грохот, когда кулак гиганта столкнулся с горой, и вся рука огненного гиганта взорвалась золотым пламенем.
Гора слегка дрогнула в воздухе, прежде чем продолжить движение вперед, только чтобы быть встреченной другим кулаком огненного гиганта, и та же последовательность повторилась. Однако в этот момент другая рука огненного гиганта уже восстановилась, и он тут же снова набросился на нее. Таким образом, один удар за другим врезался в маленькую гору, заставляя ее непрерывно дрожать и мешая ей сделать какой-либо значимый прогресс. Что же касается девятиглазой кровавой жабы, то она яростно размахивала своим длинным языком в воздухе, создавая багровую сеть, которая сдерживала шквал гигантских выступов кулака. Кулачные проекции были выпущены Хань Ли издалека, и таким образом между четырьмя великими существами стадии Вознесения завязалась ожесточенная битва. Госпожа Ван Хуа и Даос Цин Пин были в восторге, увидев это, и они обменялись быстрым взглядом, а затем телепортировались по обе стороны от феи ледяной души, прежде чем она успела что-либо сделать. Госпожа Ван Хуа холодно усмехнулась, выдергивая из собственных волос черную деревянную заколку, которая тут же превратилась в черный длинный меч в ее руке. Слой обжигающего черного пламени появился над поверхностью меча, и госпожа Ван Хуа рубанула мечом по воздуху, вызвав черного огненного питона, который был более 1000 футов в длину, который набросился на волшебную ледяную душу со свирепым ревом. Тем временем Даос Цин Пин взмахнул рукавом в воздухе, и в его руке появилась лазурная щетка из хвоща, прежде чем она издалека устремилась к волшебной ледяной душе. Бесчисленные полосы лазурного света мгновенно появились, покрывая практически все небо и охватывая ледяную душу феи со всех сторон. Выражение лица феи ледяной души слегка потемнело, когда она увидела это, и она подняла руку, чтобы вызвать полупрозрачный ледяной щит, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар энергии на щит. Щит немедленно превратился в полупрозрачный ледяной барьер, который испускал ледяную ауру, защищая ее со всех сторон. Лазурные нити ударили в ледяной барьер, как проливной шторм, но все они держались на расстоянии. Глаза госпожи Ван Хуа загорелись, когда она указала пальцем на черного огненного змея. Черное пламя на теле змея тут же раздулось примерно вдвое, и он бросился к ледяной душе феи с неудержимой мощью. Черное пламя резко повышало температуру окружающей среды, сводя на нет большую часть ледниковой ци, высвобождаемой ледяным щитом. Внезапно массивная молния, которая была толщиной с резервуар для воды, появилась из воздуха среди оглушительного раската грома, прежде чем ударить в голову черного змея с безошибочной точностью. Бесчисленные дуги серебряных молний взорвались во всех направлениях, и тело черного змея распалось на пятна черного пламени под мучительный крик. «Кто там?» — воскликнула госпожа Вань Хуа, поспешно осматриваясь. Прежде чем она успела что-либо сделать, раздался еще один громкий раскат грома, и бесчисленные дуги серебряных молний появились, прежде чем быстро сошлись в шар. Золотой свет вспыхнул внутри молнии, и появилось массивное мерцающее золотое существо. Госпожа Ван Хуа поспешно сосредоточила свой взгляд на существе и обнаружила, что это был огромный краб размером около акра с парой ослепительных гигантских когтей. Госпожа Ван Хуа была совершенно ошеломлена, увидев это существо, и устрашающая аура, исходящая от тела гигантского золотого краба, сказала ей, что это был грозный противник. Прежде чем она успела подумать, откуда взялся гигантский краб, он поднял одну из своих клешней, прежде чем захлопнуть ее. Полупрозрачная гигантская проекция клешни немедленно появилась из воздуха, прежде чем злобно щелкнуть в ее сторону рядом с бесчисленными дугами серебряных молний. Госпожа Ван Хуа холодно хмыкнула, когда массивная черная львиная проекция появилась позади нее, и она открыла свою пещеристую пасть, чтобы выпустить шар черного света к огромной клешне. Шар черного света немедленно взорвался при соприкосновении с клешней, превратившись в серию огненных цепей, которые мгновенно крепко связали клешню. Глава 2372. Ледниковая черепаха Сюань-У. Однако в следующее мгновение гигантские клешни энергично потерлись друг от друга, и серебряная молния резко вспыхнула, уничтожая огненные цепи, прежде чем образовать шар молнии, который пронесся по воздуху. Сердце госпожи Ван Хуа слегка дрогнуло при виде этого, и он быстро сделал ручную печать, на которой верх ее головы открылся, чтобы выпустить зеленый деревянный щит. В то же время гигантский черный лев позади нее выпустил столб черного света среди громоподобного рева. Шаровая молния ударила в деревянный щит, прежде чем была отбита, после чего столб черного света пронзил его и уничтожил в мгновение ика. Однако, вместо того, чтобы ликовать, увидев это, выражение лица госпожи Ван Хуа потемнело еще больше, когда она взмахнула своими рукавами в воздухе, выпустив бесчисленные черные летящие иглы, которые образовали формацию, наполненную вздымающейся черной ци. Тот факт, что такой случайный удар гигантского золотого краба был настолько мощным, говорил ей, что ей придется полностью сосредоточиться на противостоянии с этим противником, тем самым не давая ей идти за ледяной душой феи. Даосист Цин Пин, естественно, был очень расстроен, увидев это. Кто бы мог подумать, что кто-то вдруг вмешается, чтобы сорвать их планы. Став свидетелем страшной атаки, которую только что развязал золотой краб, он также знал, что в ближайшее время сможет рассчитывать на госпожу Ван Хуа.
Помня об этом, он взмахнул кистью из хвоща в воздухе, выпустив поток лазурных нитей, который был примерно в 2 раза плотнее, чем раньше, к своей цели. В то же время он поднял другую руку, швырнув лазурное зеркало вперед, как шар лазурного света. Внезапно на поверхности зеркала появилась черно-белая диаграмма инь-ян, а затем внезапно появилась над ледяной душой феи. Раздался взрыв грохота, когда деревянные палочки, каждая длиной в несколько дюймов, вылетели из диаграммы, прежде чем раздуться до нескольких десятков футов в длину, а затем рухнули сверху среди шквала лазурных рун. Даос Цин Пин также определил, что фея Ледяная Душа только недавно достигла стадии Великого Вознесения, поэтому он оказывал на нее огромное давление с самого начала, чтобы попытаться захватить ее как можно быстрее. Перед лицом лазурных рун и гигантских бревен ледяной барьер быстро начал бороться, и, наконец, на его поверхности начала появляться серия тонких трещин. Однако фея Ледяная Душа не была так уж встревожена, увидев это. Вместо этого она глубоко вздохнула, прежде чем сесть, скрестив ноги, затем сделала ручную печать, и огромная снежно-белая черепаха внезапно вылетела из ее макушки. Черепаха имела бесчисленные полупрозрачные ледяные шипы на своем панцире, и все ее тело излучало ледяную ауру. Как только он появился, он открыл рот, чтобы выбросить один шар белой ледяной ци за другим, и все они исчезли в ледяном барьере в мгновение ока. В результате борющийся ледяной барьер немедленно загорелся, и только что появившиеся трещины были мгновенно запечатаны, тем самым снова стабилизируя весь барьер. «Это ледяная черепаха Сюаню!» Воскликнул Даос Цин Пин при виде ледяной черепахи, прежде чем быстро сделать серию ручных печатей, на которых позади него появилась гигантская проекция даосского жреца. На поверхности этой даосской мантии, которую носила проекция, красовалась диаграмма инь-ян, и как только проекция появлялась, бесчисленные пятна звездного света сходились со всех сторон в безумии, заставляя проекцию увеличиваться в размерах более чем в 10 раз, увеличиваясь до более чем 1000 футов в высоту. В этот момент даосист Цин Пин сделал жест рукой с торжественным выражением, и гигантский даосский жрец-проекция позади него потер руки, прежде чем поднять их в унисон, выпустив огромное пространство белой молнии, которая бросилась к ледяному барьеру с разрушительной силой. Выражение лица феи Ледяной Души слегка изменилось, когда она увидела это, и она ввела больше своей магической силы в черепашьей проекции над ней, на которой она также резко расширилась, и количество ледяной ци, которую она выпускала, увеличилось примерно в 2 раза. С этим увеличившимся притоком ледниковой ци ледяной барьер смог сдержать все надвигающиеся атаки. Сердце даосиста Цин Пина слегка упало, когда он увидел это, и только тогда он понял, что, хотя его противнику немного не хватало силы, ее искусство культивирования ледяных атрибутов было чрезвычайно глубоким. Если бы она продолжала упорствовать в своей пассивной обороне, было бы очень трудно одолеть ее за короткое время. Таким образом, он мог только продолжать атаковать ледяной барьер изо всех сил, надеясь истощить магическую силу своего противника, прежде чем захватить ее. Что же касается госпожи Ван Хуа и гигантского золотого краба, то они также были вовлечены в жестокую битву, которая, похоже, не закончится в ближайшее время. Тем временем, после серии пробных столкновений, чтобы прощупать способности друг друга, Хань Ли и его противники, наконец, начали демонстрировать свою истинную силу. Видя, что одних только проекций кулака было недостаточно, чтобы победить девятиглазую кровавую жабу, холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него среди вспышки золотого света, прежде чем обосноваться в золотом теле происхождения. 3 лица золотого тела были идентичны лицу Хань Ли, но у каждого было свое выражение. Затем Хань Ли издал долгий рев, положив руку на макушку своей головы, выпустив взрыв черной ци, которая мгновенно исчезла в золотом теле. Золотое тело провинанса слегка вздрогнуло, прежде чем мгновенно открыть свои 6 глаз в унисон, а затем резко исчезло на месте. В следующее мгновение золотое тело провинанса появилось над девятиглазой кровавой жабой среди всплеска пространственных колебаний, а затем вызвало гигантский золотой клинок в каждой из своих 6 рук. Золотые клинки были около 300 футов в длину, и когда они рассекали воздух, бесчисленные полосы ци меча высвобождались, образуя золотой торнадо, который несся к девятиглазой кровавой жабе внизу. Еще до того, как золотой торнадо действительно спустился, он выпускал золотые выступы клинков, которые угрожали разорвать окружающее пространство на части. Сердце Сяомина слегка дрогнуло, когда он увидел это, и он не осмелился использовать свой жабий язык, чтобы противостоять выступам золотого лезвия. Вместо этого он издал громкое карканье, и бесчисленные серебряные руны появились на выпуклостях на его спине, прежде чем покинуть его тело и быстро переплетаться, образуя серебряную сеть. Золотые выступы клинка, ударившие в сеть, исчезли в ней в мгновение ока, и, воспользовавшись этой возможностью, живот девятиглазой кровавой жабы выпятился, прежде чем она снова открыла рот, выпустив лазурный шар света, который был около 10 футов в диаметре с бесчисленными малиновыми нитями на его поверхности. Шар света в мгновение Эйке ударил в приближающийся торнадо, и раздался оглушительный грохот, когда золотой торнадо рассеялся, обнажив золотое тело происхождения позади него. В этот момент половина гигантских клинков, которыми владело золотое тело, была уничтожена, и в его груди образовалась огромная дыра.
Однако в ране не было ни крови, ни плоти, и он быстро восстанавливался от сходящихся пятен золотого света, в то время как разрушенные клинки в его руках также были заменены. Как только золотое тело провинанса полностью восстановилось, он снова полоснул своими 6 золотыми лезвиями вниз. Девятиглазая кровавая жаба не хотела продолжать бороться с огнем, и она резко сжалась, выпуская облака багрового тумана из своей спины, образуя море тумана, которое затопило все ее тело. Золотое тело провинанса не выказало никакого намерения отступать, увидев это, и вместо этого оно погрузилось прямо в море тумана, как порыв свирепого ветра. Через несколько мгновений раздалась череда грохочущих взрывов, свидетельствующих о том, что идет жестокая битва. Увидев это, на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, и он протянул к багровому туману гигантскую мохнатую руку. Однако в следующее мгновение выражение его лица внезапно слегка изменилось, и его голова повернулась на 180 градусов, в то время как его вытянутая рука также сжалась в кулак, прежде чем выстрелить назад, как молния. Почти в тот же самый момент серая тень появилась позади него среди всплеска пространственных колебаний, а затем потянулась к спине Хань Ли лазурной рукой. От кончиков пальцев лазурной руки исходил неприятный запах, и удар Хань Ли тут же поразил его. Как только произошло столкновение, в воздухе вспыхнула золотая ударная волна, и серая тень отлетела, застигнутая врасплох. Тем не менее, он тут же развязал какую-то секретную технику, позволив ей развернуться, прежде чем снова полететь к Хань Ли под невероятным углом. Хань Ли спустил громовой рев, полностью развернувшись, прежде чем выпустить бесчисленные кулачные проекции, превратив все пространства вокруг себя в мир свирепого золотого ветра. Однако серая тень казалась совершенно невесомой, и хотя ее снова и снова посылали в полет кулачные выступы, она оставалась совершенно невредимой, продолжая приставать к Хань Ли поблизости. Даже после того, как он нанес несколько сотен ударов, серая тень все еще оставалась совершенно незатронутой. Увидев это, на лице Хань Ли появилась холодная улыбка. Это очень интересное искусство культивирования, которое позволяет вам свести на нет большую часть силы моих атак, но давайте посмотрим, выдержит ли оно удар меча. Как только его голос затих, он убрал кулаки, прежде чем махнуть пальцем в сторону серой тени издалека, выпустив лазурную проекцию меча, которая разрезала серую тень на части, как молния. Однако серая тень не пролила ни капли крови и просто исчезла на месте. Затем в нескольких сотнях футов вспыхнули пространственные колебания, и появилась еще одна серая гуманоидная фигура. Оказалось, что серая тень уже сбежала, используя секретную технику, и то, что было разрезано на части проекции меча, было не более чем остаточным изображением. Однако черты серой фигуры были полностью обнажены, и это был никто иной, как патриарх Угоу. Зрачки Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и он бросил взгляд на фею Хуаси, которая все еще противостояла одной из крайних гор своими кольцами. Огненно-золотой гигант стоял недалеко от нее, выпуская бесчисленные золотые огненные шары из своих двух рук, чтобы противостоять второй крайней горе. Глава 2373. Ожесточенная битва. Я вижу, что вы используете довольно глубокую технику клонирования. Однако мне довольно любопытно, сколько вашей силы вы все еще можете сохранить в своем нынешнем состоянии. Хань Ли задумался со странным выражением лица, оценивая патриарха Угоу голубым светом, вспыхнувшим в его глазах. Что вы хотите этим сказать? Зрачки патриарха Угоу слегка сузились, когда он услышал это, и он, наконец, заговорил в первый раз голосом, который был чрезвычайно скрипучим и непривычным, как будто прошло бесчисленное количество лет с тех пор, как он говорил в последний раз. Моя способность духовного глаза позволяет мне ясно видеть все в радиусе 1000 километров вокруг меня. Даже если ты используешь сокровище, чтобы скрыть свое нынешнее состояние, и можешь двигаться как нормальный человек, ты не можешь скрыть от меня свои омертвевшие мышечные ткани. Как ты оказался в таком положении? Было ли на вас наложено ограничение, или вы добровольно стали таким? Зрачки патриарха Угоу сузились еще больше, услышав это, и его руки тоже сжались в кулаки в рукавах. Хань Ли говорил голосом, который был ясно слышен всем существам великой сцены Вознесения поблизости, и выражение лица феи Хуаси резко изменилось, когда она поспешно закричала: «Что ты делаешь, Угоу? Перестань слушать его бессмысленную болтовню и убей его». Сразу же после этого гигантское кольцо вокруг крайней горы начало ярко светиться по ее приказу, а затем превратилось в огромное пространство полупрозрачного песка, который мгновенно окутал всю гору, образуя массивный полупрозрачный шар, который парил в воздухе совершенно неподвижно. Затем она полетела к патриарху Угоу как полоска света, прежде чем направить злобный взгляд на Хань Ли. Намек на насмешку, казалось, мелькнул в глазах патриарха Угоу, когда он повернулся, чтобы взглянуть на фею Хуаси. «Будьте уверены, его слова не смогут повлиять на меня. Хе-хе, прости, что разочаровал тебя, товарищ Даос, но никто не сделал этого со мной. Что-то пошло не так, пока я практиковал искусство культивирования, и у меня не было другого выбора, кроме как стать таким, чтобы спасти свою собственную жизнь».
Ну, хватит болтать, продолжим. Как только его голос затих, он сделал шаг вперед, и его тело мгновенно разделилось на два, затем на четыре. В мгновение К около дюжины одинаковых проекций проявились вокруг Хань Ли, и еще больше проекций приняли форму, прежде чем сойтись к центру. Это было так, как если бы более 100 человек одновременно бросились на Хань Ли. Глаза феи Хуаси сразу же загорелись, когда она увидела это, и она быстро сделала хватательное движение, когда бесчисленные пятна света вырвались из ее тела, а затем сошлись, чтобы сформировать древний длинный клинок, который был около 10 футов в длину в ее руке. Лезвие было направлено в сторону Ханли, который сразу же почувствовал, что пространство вокруг него сжалось. Казалось, на него навалилась невероятная тяжесть, сделавшая его очень вялым и мешавшая ему принимать уклончивые меры. В этот момент серые клоны патриарха Угоу также достигли его в мгновение ика, прежде чем взмахнуть руками в воздухе, выпустив бесчисленные зеленые когтистые выступы, которые схватили все жизненно важные области Хань Ли. Однако Хань Ли остался совершенно невозмутимым и издал низкий рев, когда пурпурно-золотой свет вырвался из его тела вместе с бесчисленными серебряными рунами. Серия серебряных образований быстро приняла форму, образуя костюм серебряной брони, который заключал в себе все его тело, отражая все приближающиеся зеленые выступы когтей среди цепочки четких звуков. В то же самое время гигантская обезьяна раздулась в несколько раз по сравнению с ее первоначальным размером, и слой пурпурно-золотой чешуи появился по всему ее мальчику, в то время как короткий золотой рог появился на ее голове среди вспышки черного света. Затем он резко отдернул руку, и пространство вокруг Хань Ли сразу же расплылось и исказилось, как будто он только что освободился от чего-то. В то же самое время гигантский клинок в руке феи Хуаси с глухим стуком разлетелся на песчинки. Намек на удивление появился на ее лице, когда она увидела это, и именно в этот момент Хань Ли сделал ручную печать, после чего из его тела во все стороны вырвались толстые золотые молнии. В мгновение пространство в пределах Хакра вокруг Хань Ли было полностью заполнено золотой молнией. Около 100 ближайших к нему серых фигур были застигнуты врасплох и уничтожены золотой молнией, и только около дюжины сумели выжить, прежде чем поспешно сойтись, чтобы снова вернуться в истинное тело патриарха Угоу. Холодная улыбка появилась на лице Ханли, когда он увидел это, и он сделал ручную печать, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить серебряный огненный шар диаметром около 10 футов. Затем огненный шар мгновенно превратился в серебряного огненного ворона, который был более 100 футов в длину, прежде чем взмахнуть крыльями и полететь к фее Хуаси. В то же самое время Хань Ли сделал хватательное движение в сторону патриарха Угоу, и взрыв огромной невидимой силы мгновенно обрушился на него. Сердце патриарха Угоу слегка дрогнуло, когда он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить бусину, которая была окутана зеленой ци. Бусина взлетела в воздух, прежде чем в мгновение раздулась до размеров колеса фургона, а затем ударилась о огромную силу, обрушившуюся на него среди разрушающего землю грохота. Зеленое солнце мгновенно появилось над патриархом Угоу, и мощные ударные волны развернулись вокруг него. В настоящее время зеленая бусина излучала сверкающий свет, и бесчисленные слабые золотые руны появились на ее поверхности. Хань Ли был несколько удивлен, что сила его захвата была сведена на нет простой бусинкой, но затем он тут же молниеносно ударил другой рукой. Пространственные колебания вспыхнули над патриархом Угоу, и бесчисленные дуги золотых молний появились, прежде чем образовать гигантскую пурпурно-золотую руку, которая ударила по зеленой бусине внизу среди грохочущего раската грома. Бусина мгновенно была окутана золотой молнией, и все руны на ее поверхности были быстро уничтожены, в то время как сама бусина начала медленно опускаться, непрерывно дрожа. Патриарх Угоу холодно хмыкнул, увидев это, прежде чем ткнуть пальцем вверх, и бусина сразу же приобрела золотистый цвет. В то же время на его поверхности возник световой барьер, и бусине удалось стабилизировать себя даже перед лицом свирепого шквала золотых молний. В этот момент Хань Ли внезапно сделал шаг вперед, мгновенно преодолев расстояние более 1000 футов, прежде чем появиться прямо перед патриархом Угоу, а затем злобно ударил его гигантским кулаком. Над головой раздался взрывной гул, и взрыв огромной силы, который был примерно в 2 раза мощнее предыдущего, обрушился сверху, заставив золотую бусину медленно опуститься еще раз. Глаза патриарха Угоу слегка сузились, увидев это, и казалось, что он вот-вот выпустит на волю какую-то способность, но именно в этот момент вдалеке внезапно раздался крик о помощи. «Иди сюда, Угоу! Я не могу больше терпеть!» Голос феи Хуаси был чрезвычайно пронзительным и настойчивым, и она, казалось, была в полном ужасе. Сердце патриарха Угоу слегка дрогнуло, когда он поспешно бросил взгляд в том направлении. В этот момент фея Хуаси находилась в море серебряного пламени, а вокруг нее беспрестанно летал огненный ворон. Она пряталась внутри чрезвычайно толстого барьера из полупрозрачного песка, но песчаный барьер быстро таял под палящим серебряным пламенем. Это пламя было гораздо страшнее, чем она ожидала. Мало того, что этот песчаный барьер не мог выдержать их невероятного жара, 7 или 8 других защитных сокровищ, которые она вызвала, также были расплавлены в считанные мгновения.
Кроме того, серебряный огненный ворон выпускал всплески флуктуации ограничения, когда он летал вокруг нее, запечатывая все пространства поблизости и не давая ей возможности уйти. Теперь, когда песчаный барьер тоже был близок к провалу, у нее не было другого выбора, кроме как позвать на помощь. Патриарх Хугоу слегка заколебался, увидев это, но затем в его глазах быстро появилось решительное выражение. Он издал громкий рев, и его тело внезапно взорвалось сотнями выступов, которые разлетелись во все стороны. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он увидел это, и он ударил гигантской рукой, как молния, но смог уничтожить только менее половины проекций. Остальные проекции быстро устремились к морю серебряного пламени, а затем слились воедино, чтобы снова сформировать истинное тело патриарха Угоу. Он быстро сделал ручную печать, и слой золотого пламени появился над его телом, прежде чем он без колебаний погрузился в море серебряного пламени. Шар золотого пламени пронесся сквозь огненное серебряное море призрачным образом, появившись рядом с феей Хуаси всего через несколько вспышек. Фея Хуаси пришла в восторг, увидев это, и тут же указала пальцем на песчаный барьер, который открылся, чтобы позволить патриарху Угоу войти. «Поторопись, мой звездный песок долго не протянет, только твое связанное истинное пламя может противостоять этому духовному пламени», настаивала фея Хуаси, пристально глядя на гигантского огненного ворона, атакующего барьер Сан. В этот момент Хань Ли тоже начал пробираться в том направлении, и это очень беспокоило ее. «Хорошо, убери свой звездный песок, и я выпущу свое связанное истинное пламя», бесстрастно ответил патриарху Гоу, после чего всплеск золотого пламени охватил всю его руку, которая внезапно с невероятной скоростью устремилась к фее Хуаси. Глава 2374. Отступление. Однако фея Хуаси внезапно отвернулась, как будто уже предвидела это, а затем ударила своей рукой, покрытой полупрозрачным песком. Две ладони столкнулись с глухим стуком, и оба они были вынуждены отступить на несколько шагов от силы удара. «Я знал, что ты попытаешься сделать что-то подобное. Похоже, я еще недостаточно наказал тебя. Я собираюсь». Голос феи Хуаси резко оборвался, когда ее яростное выражение внезапно сменилось ужасом, и она вздрогнула, когда тонкая лазурная рука внезапно высунулась из передней части ее груди. Рука была зажата вокруг зарождающейся души феи Хуаси, которая отчаянно боролась с агонизирующим выражением на лице. Патриарх Хугоу появился перед зарождающейся душой феи Хуаси в призрачной манере и молча оценил ее. В то же самое время за телом феи Хуаси вспыхнули пространственные колебания, и появилась едва видимая лазурная фигура. Почти в тот же самый момент огненно-золотой гигант, который противостоял другой крайней горе, внезапно исчез на месте. В результате крайняя гора могла свободно обрушиться сверху, и все море золотого пламени мгновенно погасло. Зарождающаяся душа феи Хуаси боролась еще мгновение безрезультатно, и в конце концов она сдалась в отчаянии, когда на ее лице появилось обиженное выражение. «Я не думал, что ты уже овладел техникой замещения духа, но не празднуй слишком рано. Если я умру здесь, то заберу тебя с собой. Не забывай, что в твоем теле заложено связующее ограничение». Вот как. Если это то, на что вы рассчитывали, то я могу сказать вам прямо сейчас, что я уже развеял ваши ограничения несколько лет назад. Что же касается того, почему я до сих пор позволял тебе делать все, что тебе заблагорассудится, то это все из-за той штуки в рукаве, сказал патриарх Гоу, и в его глазах мелькнуло странное выражение. Это невозможно. Тфу. Мучительный вой зарождающейся души внезапно оборвался, когда лазурная фигура вспыхнула золотым пламенем, прежде чем броситься вперед, чтобы окутать тело феи Хуаси и ее зарождающуюся душу, мгновенно испепеляя их обоих в пепел. Патриарх Хугоу тут же бесстрастно потянулся вперед, и чернильно-черная пластина образования вылетела из золотого пламени, прежде чем приземлиться в его руке. Он внимательно осмотрел формирующую пластину в течение короткого времени, прежде чем подуть на нее, и формирующая пластина начала разрушаться со скоростью, которая была заметна невооруженным глазом, исчезая в облаке черного дыма в конце. Затем патриарх Хугоу открыл рот, чтобы вдохнуть облако черного дыма, и облегчение мелькнуло в его глазах после того, как он кратко осмотрел свое внутреннее состояние. После этого золотое пламя вернулось обратно в лазурную гуманоидную фигуру. Раздался глухой удар, когда песчаный барьер наконец полностью растаял, но окружающее серебряное пламя внезапно замерло, и даже гигантский огненный ворон неподвижно парил в воздухе со сложенными крыльями. Только тогда патриарх Хугоу бросил взгляд на Ханли, который тоже оценивал его со странным выражением. «Я не знаю, что произошло между тобой и твоим спутником Даа, но могу приблизительно догадаться о некоторых деталях. Вы все еще намерены продолжать эту битву самостоятельно?» «Конечно, нет. В моем нынешнем состоянии даосское искусство культивирования Тяньдина не принесет мне никакой пользы. Вдобавок ко всему, я могу сказать, что ты еще не высвободил и половины своей полной силы до этого момента, так что для меня было бы ничем иным, как самоубийством продолжать эту битву. Пожалуйста, извините меня, я сейчас уйду.
Безразлично ответил патриарху Гоу, и лазурная гуманоидная фигура немедленно слилась с его телом, на котором он унесся, как полоса света, исчезнув вдалеке после нескольких вспышек. Хань Ли был несколько удивлен решительным ходом патриарха Угоу, но, естественно, не собирался его останавливать. Внезапно в другом направлении раздался оглушительный грохот, и Хань Ли, повернувшись в ту сторону, обнаружил, что море багрового тумана исчезло, открыв золотое тело происхождения и девятиглазую кровавую жабу. Эти двое смотрели друг на друга с расстояния более 1000 футов, и золотое тело провинанса стало очень тусклым и лишилось головы и 2 рук. Что касается девятиглазой кровавой жабы, то она была изрешечена ранами, и только 5 ее глаз оставались открытыми, в то время как остальные 4 обильно кровоточили. Казалось, ни одна из сторон не одержала верх над другой. Что же касается 2 других сражений, то они были такими же напряженными, как и прежде. Слабая улыбка появилась на лице Ханли, но как раз в тот момент, когда он собирался лететь к девятиглазой кровавой жабе, она внезапно испустила печальный вздох. «Нет никакой необходимости продолжать это дальше, брат Хан, мы трое уступаем, и мы больше не будем докучать тебе и твоему спутнику». Как только его голос затих, от девятиглазой кровавой жабы поднялся взрыв багрового тумана, и ее раны быстро зажили, прежде чем она вернулась к своей человеческой форме среди вспышки духовного света. Хань Ли на мгновение заколебался, прежде чем тоже вернуться в свою человеческую форму среди вспышки золотого света. Другие бойцы, естественно, уже были свидетелями того, что только что произошло, и, несмотря на их нежелание делать это, Даос Цин Пин и госпожа Ван Хуа могли только отстраниться от своих сражений, прежде чем отступить обратно к Сяомину с мрачным выражением лица. «Неужели мы просто сдадимся, брат Сяо?» — спросила госпожа Вань Хуа с негодующим выражением лица. «А что еще мы можем сделать? Патриарха Угоу и феи Хуаси здесь больше нет, у нас троих нет шансов на победу», — ответил Сяомин. Даос Цин Пин тоже, казалось, очень неохотно сдавался, но в конце концов ничего не сказал. «Ты взял верх над нами, товарищ Даос Хань. Мы только еще больше поставим себя в неловкое положение, если продолжим оставаться здесь, так что сейчас мы уходим», — сказал Сяомин, сложив кулак в знак приветствия Ханли, прежде чем отправиться вместе с даосской Цин Пин и госпожой Ван Хуа. «Ты думаешь, что можешь просто приходить и уходить, когда тебе заблагорассудится, брат Сяо?» — спросил Хань Ли с холодной улыбкой. В этот момент гигантский золотой краб и волшебная ледяная душа также перелетели на сторону Хань Ли, и глаза волшебной ледяной души были полны восторга. Тем временем гигантский золотой краб превратился в молодого даосского жреца среди вспышки серебряной молнии. Услышав это, зрачки Сяомин слегка сузились. «Что ты хочешь этим сказать, брат Хань?» «Зачем задавать вопрос, на который ты уже знаешь ответ, брат Сяо?» «Если ты хочешь уйти, то тебе придется выкупить свой путь отсюда», — сказал Ханли. «Отлично. Вот 3 кристалла крови Инь, чтобы компенсировать наши действия», — вздохнул Сяомин, взмахнув рукавом в воздухе, выпуская нефритовую шкатулку в сторону Ханли. Ханли взял в руки нефритовую шкатулку, затем осмотрел ее содержимое своим духовным чувством, прежде чем удовлетворенно кивнуть. Затем нефритовая шкатулка была убрана среди вспышки духовного света, и Сяомин снова сложил кулак в салюте, прежде чем улететь, а за ним последовали даосист Цин Пин и госпожа Ван Хуа. Несмотря на то, что они больше не могли получить истинное наследство даоса Тяньдина, до закрытия Дворца Небесного Котла оставалось еще некоторое время, так что если они поторопятся, то все равно смогут получить некоторые сокровища из других областей. «Спасибо, брат Хан. Если бы ты не заступился за меня, я бы уже была мертва», — сказала фея ледяная душа с неподдельной благодарностью в голосе, низко поклонившись Ханли. «Нет нужды в формальностях, товарищ даосская ледяная душа. Даже отложив в сторону нашу историю друг с другом, я бы обеспечил вашу безопасность на том основании, что вы человек, находящийся на стадии великого восхождения», — сказал Ханли с улыбкой, в то время как даосист Се молча стоял рядом с ним с деревянным выражением лица. После короткого разговора все трое полетели в определенном направлении. Несколько часов спустя в определенном месте в центре среди всплеска пространственных флуктуаций внезапно появилось световое образование, после чего появилось трио Хань Ли. Быстро осмотрев их окружение, фея ледяная душа сказала: «Я чувствую приблизительное местоположение духа крови. Я использую ограничение, чтобы телепортировать нас к ней». Хань Ли, естественно, не возражал против этого, и поэтому фея ледяная душа перевернула руку, чтобы вызвать пластину формирования. Затем она произнесла несколько заклинаний в сторону формирующей пластины, прежде чем бросить ее вперед, на которой она снова превратилась в световую формацию. Все трое шагнули в строй, прежде чем исчезнуть среди слабого жужжания. Несколько часов спустя кровавая душа находилась в павильоне, рисуя ряд сокровищ на деревянной полке в рукаве, когда выражение ее лица внезапно немного изменилось, и она быстро бросила оставшиеся 2 или 3 сокровища на полке, прежде чем вылететь из павильона в виде полосы света. Почти в тот же самый момент рядом вспыхнули пространственные флуктуации, и появилась легкая формация, несущая трио Хань Ли.
«Ты наконец-то освободилась», — сказала кровавая душа, оценивая свое отражение в зеркале со сложным выражением. «Спасибо тебе за твою тяжелую работу и за то, что ты заручился помощью брата Хана. Иначе у нас двоих, скорее всего, никогда не было бы шанса воссоединиться», — с улыбкой сказала фея ледяная душа. Глава 2375. Возвращение. «Ты — это я, а я — это ты, и не надо меня благодарить. Теперь, когда ты свободна, я могу вернуться к тебе», — сказала кровавая душа, и фея ледяная душа кивнула в ответ, прежде чем сделать ручную печать, на которой яркий малиновый свет вырвался из ее тела. В то же время кровавая душа полетела к ней как шар малинового света, прежде чем исчезнуть в ее теле в мгновение ока. Фея ледяная душа тут же слегка согнулась пополам, когда на ее лице появилось страдальческое выражение, и алый свет, исходящий от ее тела, стал ярче, когда бесчисленные алые нити выстрелили из ее кожи, прежде чем распасться в алый туман. Только через 15 минут боль на ее лице постепенно исчезла, и она снова выпрямилась. В этот момент ее внешность нисколько не изменилась, но характер претерпел тонкую трансформацию. «Я вижу, что вы чрезвычайно известная фигура в нашей человеческой расе и имели обширное взаимодействие с этим моим клоном кровавой души. Это все благодаря тебе, что она смогла проделать весь этот путь сюда», — сказала фея ледяная душа с улыбкой. «Ты уже впитал все воспоминания своего клона?» — спросил Ханли. «Это не так просто. Я запечатала большую часть воспоминаний и впитала только самые важные части», — ответила ледяная душа феи с кривой улыбкой. «Это мудрое решение. Теперь, когда ты восстановил своего клона и во Дворце Небесного Котла больше нет ничего, что могло бы нас заинтересовать, давай покинем это место. Я уверен, что никто не мог предвидеть, что дворец закроется рано, и во время беспорядков мы сможем безопасно уйти», — сказал Ханли, взмахнув рукой в воздухе, и Цзинь-Тун появился из ниоткуда, прежде чем исчезнуть в рукаве. Почти в тот же самый момент Дао Се также сделал ручную печать, прежде чем исчезнуть в теле Ханли в виде дуги серебряной молнии среди слабого раската грома. «Хорошо, я начну прямо сейчас», — согласилась фея ледяная душа. Таким образом, она открыла рот, чтобы выпустить малиновый нефритовый значок, на который она указала пальцем, и всплески колебания ограничения начали исходить от значка. В воздухе над мириадами лунных гор вокруг гигантских ворот, которые были входом во дворец Небесного Котла, уже была создана гигантская формация, и вокруг нее были ученики секты Кровавой Кости, в то время как два великих существа стадии Вознесения из секты Кровавой Кости сидели в ее центре. Внезапно из гигантских ворот раздался грохот, сопровождаемый волнами энергетических колебаний. Два великих существа стадии Вознесения немедленно открыли глаза, и один из них, худой пожилой человек, воскликнул: «Что происходит?» Дворец Небесного Котла открывается раньше обычного. Судя по прошлым записям, он еще не должен закрываться. Его сопровождала невысокая и отвратительная женщина, которая размышляла: возможно, кто-то получил истинное наследство Даоса Тяньдина, чтобы вызвать это изменение. В любом случае, давайте сначала активируем информацию на случай, если кто-то сбежит во время хаоса, решил худощавый старик. Это действительно необходимая предосторожность, согласилась женщина. Таким образом, они вдвоем отдали приказ, и ученики секты Кровавой Кости вокруг них немедленно активировали свои формационные сокровища. Лучи ослепительного света поднялись из формации, когда она была активирована, быстро переплетаясь, чтобы сформировать гигантскую сеть, которая охватила все небо. Как только сеть обрела форму, по всему району пронеслась удивительно угрожающая аура, как будто там была огромная армия, лежащая в засаде. Два великих существа стадии Вознесения секты Кровавой Кости оценивали гигантские ворота напряженными немигающими глазами, и вдруг раздался оглушительный грохот. Массивные ворота искривились и расплылись, прежде чем внезапно взорваться, и ци происхождения мира рассеялась во всех направлениях, в то время как белый пространственный разлом медленно запечатывался. Затем там, где исчезли врата, вспыхнули пространственные флуктуации, и появились два световых образования, из которых вышли две группы людей. Одна группа состояла примерно из 30 человек, во главе с человеком в парчевом одеянии с мрачным выражением лица. Они только что прорвались через ограничения в одном из центральных районов и собирались разграбить сокровища там, когда их насильно выгнали из Дворца Небесного Котла. Это, естественно, было крайне неприятно и объясняло недовольное выражение лица человека в парчевом одеянии. Что касается другой группы, то она состояла из 5 клонов Сюэхэ. При виде этих двух групп в глазах старика мелькнуло удивление. Выражение лица человека в парчевом одеянии слегка изменилось при виде двух великих существ сцены Вознесения и гигантской сети наверху, и он спросил холодным голосом: «Товарищ Даос Тяньцзю, товарищ Даос Димен, я не ожидал увидеть вас здесь. Что все это значит?» «Ах, так вы были во Дворце Небесного Котла, мастер секты Фэн, неудивительно, что он был закрыт так рано. Вы, должно быть, пожинали какие-то значительные награды в этом дворце, верно, брат Фэн?» Невысокая женщина усмехнулась.
При этих словах лицо человека в парчевом одеянии слегка потемнело. У вас сложилось впечатление, что это я заставила дворец закрыться так рано. Кроме тебя, я не знаю никого, кто мог бы сделать это, ответила женщина. Человек в парчевом одеянии пришел в ярость, услышав это, но не знал, что ответить. Как раз в этот момент пожилой мужчина вдруг закричал: «Куда это ты собрался? Ты не собираешься ничего говорить?» В этом направлении 5 клонов Сюэхэ медленно отступали к краю формирования. «Нам нечего сказать. Ты собираешься держать нас здесь вместе с мастером секты Феном?» Один из клонов ответил деревянным голосом. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, радужный свет вспыхнул в глазах пожилого человека, и он вздохнул. «Я не думал, что широко известные 5 клонов Сюэхэ будут доведены до такого жалкого состояния, как жалко». Выражение лица клона резко изменилось, когда он услышал это. «Что ты хочешь этим сказать, Тянь Цзю? Что я имею в виду? Ты думаешь, что твое кровавое кукольное тело сможет избежать обнаружения моих остекленевших иллюзорных глаз? Почему бы тебе не показать свою истинную форму?» Холодно проворчал старик. «Что? Кровавая марионетка?» Невысокая женщина и мужчина в парчевом одеянии повернулись к 5 клонам Сюэхэ с тревогой и настороженностью в глазах, услышав это. Клон вернулся к своему деревянному выражению лица и усмехнулся. «Хе-хе, громкая репутация остекленевших иллюзорных глаз действительно оправдана. Я уже развил искусство бога крови до такой степени, но все же не смог обмануть тебя». Сразу же после этого полоса малинового света выстрелила из затылка каждого клона, затем сошлась, чтобы сформировать размытую малиновую гуманоидную фигуру с мерцающими зелеными глазами, которые испускали неописуемо безжалостную ауру. Старик глубоко вздохнул и заявил: «Это хорошо установленное правило по всему континенту Кровавого Неба, что все те, кто культивирует искусство бога крови, должны быть убиты». Как только его голос затих, он сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем вверх, и раздался грохочущий раскат грома, когда 6 болтов малинового света появились в воздухе, прежде чем рухнуть вниз к 5 клонам Сюэхэ и малиновой фигуре. В то же самое время громкий жужжащий звук раздался со всей формации, и толстые столбы света вспыхнули в небе вокруг него, создавая массивную клетку света, в то время как гигантская сеть наверху также начала медленно опускаться. Взрыв кудахтания раздался из тела малиновой фигуры, и он взмахнул рукавом вверх, выпустив 6 полос малинового света, которые уничтожили 6 молний во вспышке. Сразу же после этого бесчисленные всплески багрового тумана вырвались из его тела, сметая 5 клонов Сюэхэ, прежде чем ускорились к краю клетки света, как море багрового тумана. Выражение лица старика слегка потемнело, когда он увидел это, и он быстро переключился на другую ручную печать, на которой из его тела вырвался белый выступ меча длиной в несколько тысяч футов. Затем он слился воедино с выступом меча, прежде чем броситься прямо в море багрового тумана, в то время как невысокая женщина повернулась к мужчине в парчевом одеянии и спросила: «Мастер секты Фэн, этот человек культивировал искусство бога крови. Что ты собираешься делать?» Не надо меня дразнить, Димен. Все те, кто культивирует искусство бога крови, являются заклятыми врагами наших сект да крови и должны быть убиты. Поэтому, конечно, я не собираюсь просто стоять и смотреть, холодно хмыкнул человек в парчевом одеянии в ответ. Затем он приказал своим ученикам выпустить сокровища в их руках, которые превратились в гигантские руны разных цветов, которые начали беспорядочно летать по воздуху. Человек в парчевом одеянии произнес заклинание, и руны быстро сошлись по заданной траектории, прежде чем быстро переплетаться, и в течение нескольких мгновений над ним сформировалось золотое образование, которое, казалось, было заполнено бесчисленными острыми лезвиями. Невысокая женщина была очень рада видеть это, и она взмахнула рукавом в воздухе, чтобы вызвать несколько браслетов духа зверя. Около дюжины массивных алых голубей вылетели из браслетов духов зверей, а затем тоже устремились к морю алого тумана вдалеке по приказу женщины. Что касается гигантских столбов света, которые, казалось, были очень далеко, они начали медленно сходиться к центру под объединенными усилиями всех учеников секты Кровавой Кости, и последовала ожесточенная битва.